Сколько я зарезал, сколько перерезал. Сейчас я вам расскажу про одного доброго вора. А что, тут нельзя снимать, да? Да, сколько я зарезал, сколько перерезал. В общем, есть такие новости, которые разоблачать даже не хочется. Это вбросы, ну то есть это неправда, но разоблачать эту неправду не хочется. Почему? Потому что это хорошая неправда, потому что эта неправда несет что-то доброе. Все, конечно же, помнят эту историю, когда в Штатах было решено на очень высоком уровне внедрять хэппи-энды для того, чтобы страна выходила из депрессии. Это очень крутое решение, очень классное. Но я все-таки вынужден разоблачить. В общем, история про бердичевского Робина Гуда. Фишка в чем? Осужденный, которому разрешено выезжать за пределы колонии, ехал в маршрутке, нашел сумку, а в ней 38 тысяч долларов. Взял и вернул эту сумку владелец. Сам ей позвонил, отказался от вознаграждения. В общем, это во всех СМИ. Вот послушаем интерпретацию ТСН, выдержки. Вже коли приїхав додому, я її відкрив цю сумку, побачив там документи, гроші, дуже багато. Але я уявляю, що зараз буде з мене сміятися вся Україна. Приехал домой, открыл сумку, а там куча денег. В общем, откуда у него взялась эта сумка? История такова. Женщина поехала там куда-то и продала дом, под другой информацией квартиру. Выручила 38 тысяч долларов, села в маршрутку, поехала домой и сумку с деньгами оставила в маршрутке и вышла себе. Честно скажу, признаюсь, положа руку на сердце, я человек не бедный, но когда у меня в кармане 1000 евро, я ее кладу обязательно во внутренний карман. Ну, знаете, как бы чего не вышло. И телефончик всегда стараюсь держать в руках. А тут женщина в Бердичеве, имея 38 тысяч долларов в сумке, продав дом, она, наверное, в день по 10 домов продает, оставила сумку и пошла себе. Вы верите, да? Это еще не все. Женщина не подняла на уши весь город. Говорит, номера маршрутки не запомнила. Но я уже потеряла всякую надежду, конечно. А на следующий день мне позвонил мужчина. А в Бердичеве, наверное, 500 маршрутов. Вы представляете? И, конечно же, она не побежала туда. Более того, она уже практически махнула рукой. 38 тысяч долларов. Но тут ей позвонил молодой человек. Откуда же у молодого человека взялась эта сумка? Ну, нашел он ее в маршрутке. И... Коли помітив загублену сумку, каже, схопив її автоматично. Я не нарочно, ведь я машинально. Схватил автоматически, но у меня нет таких позывов схватать автоматически сумки. Более того, он еще рассказывает в сюжете, что он ее под куртку засунул. Автоматически схватил чужую сумку и засунул себе под куртку, принес домой, открывает. А там деньги. И вот тогда вот у него совесть и проснулась, решил он позвонить женщине. Ну так рассказывают во всех СМИ. Я її відкрив цю сумку, побачив там документи, гроші, дуже багато. А наступного дня я все-таки вирішив повернути, тому що я поставив себе на місце цієї людини, думаю, ну навіщо мені ці прокльони? З мене криміналу вже досить. Видите, не надо мне никаких проклятий. На следующий день он решил возвратить сумку. День думал, возвращать или нет, но все-таки решил вернуть эту сумку. Позвонил женщине, говорит, с меня криминала достаточно. Классная история. Но вы видите, она немножко подчиканная. Вроде так чик-чик, чик-чик. А я нашел полную. Ну и что, теперь полная версия. Поставив себе на місце цієї людини, думаю, ну навіщо мені ці прокльони? До того ж, а якщо ці гроші мічені, або це якась там підстава, тому я вирішив повернути. Па-бам! А если это деньги меченые, а если это какая-то подстава, в общем, я решил вернуть. Этого нет ни в каких новостях. В новостях есть то, что он просто поставил себя на место женщины и решил, верну-ка я эту сумку. В общем, история изначально очень интересная. Женщина, которая настолько крута, что едет в маршрутке и забывает деньги от только что проданной квартиры. Мужик, который находит эти деньги, честный мужик, и сразу же автоматически сует себе под куртку. Конечно, человек с криминалом полностью завязал. Ну и по концовке вырезанная фраза о том, что человек подумал, а может они меченые,
а может подстава какая-то, и решил от греха подальше позвонить женщине. Мне очень стыдно сейчас, мне конкретно стыдно за то, что я разрушаю эту как раз таки рождественскую сказку. Но, как говорится, истина дороже. Хотя вот такие вот рассказы, мне кажется, намного круче, чем рассказ «он одним выстрелом убил 100 человек», или там он на одном танке захватил 2 танка сепаров, или что-то в этом духе. Это намного добрее, намного лучше. Но просто делать надо качественнее. Умеют украинские СМИ делать качественнее? А